Фрэнк Малер жил в бухте Уиндми почти 40 лет. Он был тихим и незаметным человеком, чье имя, скорее всего, никогда бы не попало в заголовки газет, если бы не его лодка. Грейс, деревянный шедевр ручной работы, стояла на причале 35 лет. Фрэнк начал строить эту лодку после выхода на пенсию из военно-морского флота и после потери своей жены. Она стала для него символом надежды и любви, а также проекта, который помог ему справиться с горем. В этот день Фрэнк планировал провести проверочный рейс «Грейс» перед началом молодежного парусного курса, который он с нетерпением ждал. Однако его планы нарушил офицер береговой охраны, который потребовал документы и начал осмотр лодки. Через некоторое время Грейс была забрана на временное хранение без объяснения причин. Фрэнк, стоя на пирсе, с тревогой наблюдал, как его лодку увозят. Толпа быстро собралась вокруг, но никто не заступился за него. Город как будто замер, не зная, как реагировать на происходящее. Фрэнк сел на скамейку и не проверял телефон, просто ждал. Его внук Джейкоб пришел к нему и, заметив его подавленное состояние, позвонил в академию, чтобы выяснить, что произошло. Вскоре береговая охрана выпустила обновление о временном хранении лодки, и видео с Фрэнком, напуганным и разочарованным, начало распространяться в интернете. Так судьба Фрэнка вскоре изменилась. Джейкоб, настроенный помогать своему деду, сообщил, что ВМС увидели видео и начали действовать. Вскоре 6 кораблей флота прибыли в гавань, окружив Марину, и Фрэнк с Джейкобом наблюдали, осознавая, что это не просто визит. Адмирал ВМС прибыл на катере и направился к Фрэнку. Когда Фрэнк поднял руку в салюте, адмирал ответил тем же. Толпа расступилась, и адмирал подошел ближе, чтобы закончить эту историю. Фрэнк был не просто малозаметным человеком, он был героем, который в 1983 году, когда работал главным инженером, остановил химическую утечку и, получив при этом ожоги, отказался от награды, попросив обратить внимание на семьи моряков, погибших на других заданиях. Адмирал, зная о подвиге Фрэнка от кадета, его внука, сказал, что многие считают, что с ним поступили несправедливо. Моряк передал Фрэнку латунную табличку с благодарностью за мужество и годы службы, а также флаг. Фрэнк молча принял награды, его сердце наполнили гордость и тихая радость. Адмирал отдал салют, и моряки на 6 кораблях одновременно подняли руки в знак уважения. Гавань застыла, повисла тишина. Туман начал рассеиваться, солнце пробивалось сквозь облака, а ветер прошелся по воде. Жители города начали подходить к Фрэнку. Некоторые извинялись, другие уважительно кивали. Береговая охрана, наконец, вернула Грейс. Хотя лодка была повреждена, она была возвращена с извинениями. На помощь пришли местные жители и ветеранские организации. Они помогли с ремонтом лодки, а Джейкоб собрал чертежи для новой версии Грейс. Город решил установить табличку с именем Фрэнка и его годами службы, а морская программа для молодежи, открытая в Марине, была названа в его честь. Восстановленную Грейс спустили на воду, и Фрэнк с радостью поднялся на борт. Когда к нему подошла молодая семья, отец спросил о табличке. Джейкоб ответил, что она напоминает о тех, кто тихо отдавал, не прося благодарности. Фрэнк, наблюдая за тем, как его лодка вновь плавала по водам бухты, не искал справедливости. Он просто хотел, чтобы люди помнили о причинах, по которым он построил Грейс. Море говорило, ветер шептал, а Фрэнк, наконец, почувствовал себя увиденным.